Всем привет, и кто меня не знает, я Ислу, и это канал Fancy Something. И это уже традиционный новогодний выпуск Loft Project. Этот проект о том, как создать стиль лофт в однокомнатной квартире. И, по-моему, это уже 12-я серия, 12-й месяц, 12-й выпуск. Связи никакой, но если ты не видел предыдущей серии, кликай по этой подсказке сверху, и ты вообще поймешь, что это такое. И вступишь в наш клан. И в этом выпуске мы будем декорировать спальное место. Я здесь неспроста. Тут вы можете увидеть несколько спойлеров, но я же не глупая, я вам не буду показывать все. И второй плюс в том, что этот выпуск мы подготовили вместе с eBay. Поверить не могу, я сама уже очень давно пользуюсь eBay, и там можно найти просто все, что угодно. От доступных и недорогих вещей до редких винтажных товаров. И в процессе этого видео я буду делать подборку товаров из eBay для вашего инспирейшена. А я славлюсь тем, что делаю классные подборочки. Ладно, шучу, такой славы нет, но я славлюсь, что люблю желтое. И это видео будет тому подтверждение. И это будут товары для новогоднего декора комнаты и даже идеи подарков для ваших родных и друзей. Ссылку на eBay и на все выбранные мной товары вы найдете в описании под видео. И, кстати, eBay проводит творческий конкурс. Мне очень понравилось задание, а чтобы его узнать, нужно досмотреть это видео до конца. Все условия конкурса eBay это вау, я расскажу в конце видео, поэтому смотри до конца. И обязательно участвуйте, конкурс действительно очень интересный. Ну а нам пора начинать. Поехали! Раньше у нас была и кровать, и вот этот диван, но у нас слишком маленькая квартира, поэтому мы избавились от кровати и выбрали что-то поуниверсальнее — диван. И поэтому мы сейчас спим на нем, раскладываем, ну, собственно, это превратилось уже в нашу кровать. Так как диван без каких-либо ручек, он плоский, он похож на обычный матрас. Я хочу превратить диван в полноценную кровать, поэтому мы решили сделать изголовье. Ну что ж, вот оно, наше спальное место. Я не буду скучать по тебе. Измеряем длину кровати, точнее дивана. У меня это 130 сантиметров. Да, небольшая, но мы смотаем компактненькие, хоть и даже пухленькие. Мама, спасибо большое тебе за это постельное белье, но, увы, оно не очень стильное. Теперь измеряем высоту нашего будущего изголовья. Я хочу, чтобы оно было метровое. И нам нужна фанера. Толщина 10. Теперь отмечаем все, что мы измерили. Ширину изголовья 130 сантиметров. Помечаем маркером. Мы очень долго выбирали, какое мы хотим изголовье, какой формы, какой стяжки. И вот чем я вдохновлялась. Нам нравится такая форма, поэтому давайте повторим и сделаем что-то свое. Я снова со своим телефоном, который вверх ногами. Это мой микрофон. Естественно, в желтом цвете. Я тут долго стояла, рисовала, я вдохновлялась вот такими вот изголовьями. Мне очень нравится такая форма. Но шаблона к ним нигде нет, поэтому я все делала от руки, на глаз. Я сделала свои подсчеты схематические, я нарисовала на бумаге со всеми размерами, сфоткала, отсканировала и приложила в описании под видео, поэтому заглядывайте туда, если вас интересуют точные замеры. Если объяснять вкратце, то ширина нашего изголовья 130 сантиметров, ну то есть как ширина дивана, а высота его будет 100 сантиметров. Это будет та самая рабочая часть, которую мы будем обшивать тканью, в общем, наводить красоту. Вот здесь у нас примерно 100 сантиметров, и вы спрашиваете, зачем этот оставшийся кусок? Это у нас остается в качестве ножек. Здесь 40 сантиметров, это как раз высота нашего дивана. Повторюсь, я делала все это на глаз, сейчас будет долго объяснять, будет очень скучно, поэтому заглядывайте в описании под видео. Я, конечно, молодец, постаралась, все, как мне нравится, нарисовала, но теперь нужно повторить то же самое уже с этой стороны, со второй половины. Я просто уверена, что я закосячу и нарисую криво, как и свои стрелки. Поэтому я придумала способ, ну как придумала? В общем, я сейчас вам покажу способ, которым воспользовалась я. Как продублировать то же самое на вторую часть. И для этого нам понадобится калька, ну либо обычные офисные листы, которые вы склеите вместе. Короче, возьмите кальку и не парьтесь. Зафиксируйте кальку на фанере с помощью скотча, ну или слюней, кому как удобно. И как только вы убедились в надежности, видите, калька просвечивает. Маркером обводим по виднеющимся линиям. Как вы видите, это получается легко и просто. Та-дам! Теперь все это отклеиваем, переворачиваем лицевой стороной внутрь, так сказать, зеркально отображаем. Приклеиваем обратно к фанере и состыковываем по линиям. Вырезаем линию канцелярским ножом и ровненько отрываем
забываем. Если вы знаете вариант получше, пожалуйста, поделитесь этим в комментариях. Теперь снова это все обводим. У нас получилось что-то типа выкройки. И готово! Получилось! Теперь все ровненько и симметрично. Это лучшая покупка. Электролобзик! Я реально очень давно о нем мечтала. Вдеваем сверло и опрокидываем фанеру на какую-нибудь поверхность, чтобы надежно лежала на столе. И начинаем резать по силуэту. Боже мой, это такой кайф! Не так часто нужно вырезать что-то, делать какие-то поделки, DIY, проекты. И мне кажется, что это может стать классным подарком на Новый год для парня или для девушки, как я, которая любит рукодельничать и так далее. Вот кажется, что инструмент, ой, это так дорого. Ничего подобного. Я поискала на eBay и нашла как дорогие варианты, так и бюджетные. Хорошего качества. Это вам не пила дружба. За свой я немного переплатила, потому что покупала офлайн в своем городе. Лучше позаботиться об этом заранее и заказать через интернет. На eBay просто море вариантов. И вот такое изголовье у нас получилось. Ура! Кладем его на стол и достаем моток поролона. Толщина 5. Достаточно пухленькая, но не перебарщивайте, иначе работать будет сложно. И тут просто огромнейший лист и очень мягкий. И прежде чем мы будем его вырезать по форме, нужно его приклеить, чтобы он не болтался и не ездил. Немного прижмем и словим дзен. И наконец-то можно вырезать. Вытащите лезвие канцелярского ножа на максимум. Поролон очень легко режется, главное, будьте аккуратны. Красота! Переворачиваем задом наперед, поролоном кверху. Самый низ поролона закрепим степлером. Это обычный, самый дешевый мебельный степлер. Теперь я задумываюсь о покупке чего-нибудь профессионального. Мне понравилось. И вот что у нас получилось. Теперь застилаем всю поверхность синтепоном. Она будет неким барьером между поролоном и тканью. А ткань у нас, естественно, в желтом цвете. Какой потрясающий цвет! Теперь это 3-й слой бутерброда. Класс! Нужно снова зафиксировать низ, сложите ровненько ткань, а края подогните. Нужно их спрятать, а сверху вдоль пробить степлером. Так все будет аккуратненько, ничего не будет торчать. Смотрите, уже похоже на мебель. Теперь самое сложное. Нужно обтянуть вверх. Ткань нужно натягивать, поэтому вам нужен напарник в виде ментая. Натягивайте ткань, чтобы края были более обтекаемыми, гладкими. И скорее прибиваем степлером. Отрежьте излишки ткани, они будут только мешаться. В местах сгибов надрезайте ткань, чтобы она была более эластичной. Главное, не переборщите. Мы делаем своего рода насечки. На этом примере хорошо видно, как мы сделали насечки и натянули ткань. Кстати, натягивать нужно от центра и уходя к бокам. Смотрите, какая бахрома. Ну все, самое сложное вверх прибит, теперь нужно прибить боковушки и все. Со стороны кажется, что мунтай мне вот-вот прибьет руку. Да, вот бы контент был на 1 000 000 просмотров. Теперь нам нужно наметить внутренний силуэт изголовья. Он будет на расстоянии 16 сантиметров. Измеряем по всем краям изголовья, чтобы было ровненько. Повторяем его силуэт. И теперь по этим местам нужно пробить степлером. Это достаточно сложно, потому что поролон пухленький и скобом тяжело добраться до фанеры. Поэтому я надавливаю коленками и между ними пробиваем степлером. Вуаля! Вначале мы думали, что это нереально. Но как вы видите, все реально. Главное не брать слишком толстый поролон. Либо у вас должен быть подходящий инструмент. Не такой бытовой и домашний степлер, а более профессиональный и более мощный. Нужно стараться это делать ровно по линии, от этого зависит будущий результат. И теперь нам нужны декоративные мебельные гвоздики. У нас в магазинах продавались только такие, и то мне повезло, что они в виде ромашки. Повторюсь, я еле-еле их нашла, поэтому закажите заранее, пожалуйста. Я бы сделала именно так, если бы была умнее. Там есть и золотые, и серебристые, и винтажные, и бронзовые. Я же говорила, найти можно все, что угодно. Вы сразу можете выбрать, сколько штук вам нужно заказать, и все. Теперь по этой линии, прибитой степлером, прибиваем гвоздики. Шляпки должны закрывать скобы, поэтому прибивайте ближе друг к другу, чтобы не было больших зазоров. Вообще нужно прибивать резиновым молотком, но для меня это оказалось совсем неудобно, поэтому я прибивала обычно. Первое время было сложно. Они то и дело гнулись, и я думала, что уже ничего не получится. Но оказывается, нужно немного приноровиться, удобно сесть, расслабиться, и все идет как по маслу. На все это у меня ушло 3 пачки по 100 штук, и вот прям идеально.
и попортить мне хватило. Кое-что я выдирала сама, но смотрится классно. Мне очень нравится. Как оказалось позже, изголовье было слишком высоким. Из-за этого кровать казалась уже и выглядела как детская. Поэтому низ я подрубила, чтобы желтого было не так много и не было сильно нагружено. А то такая бандура над головой. Оказывается, высота изголовья это тоже важно. Учитывайте это, если будете брать яркие ткани, либо разнообразные принты. Вот мне кажется, если было какое-нибудь однотонное, бежевое, серое, было бы не так давяще. Но это же скучно, верно? Теперь давайте уже точно подытожим и займемся задней стороной изголовья. Она тоже должна быть красивой, эта бахрома слишком длинная, это нужно укоротить. Поэтому в этом месте отрезаем. Похоже на челочку Прусикина. Надо все это закрыть. У меня есть вот такая дешевая подкладочная ткань в цвет изголовья. И для удобства накидываем ткань на изголовье сверху и прибиваем степлером хаотично в разных местах, чтобы ткань не скользила и так далее. Теперь отрезаем края ножницами и делаем небольшие припуски, на всякий случай. Я это не делаю супер аккуратно, нам же не нужно все тютелька в тютельку, хотя было бы неплохо. Теперь подгибаем края ткани и прибиваем степлером в край изголовью. Получается супер и даже так аккуратно. Итак, теперь будем делать подушки. И я все-таки купила серый мех, он такой мягкий, просто невероятно. Так как он дорогой, я не стала делать подушки меховыми с обеих сторон, поэтому в целях экономии я купила вот такую ткань, это пенка. Наверняка у вас такие есть, знаете, пижамки мягкие, там, не знаю, в виде спанч-бобов, они делаются как раз-таки из пенки. Она очень похожа, вот видите? Вы даже не можете заметить, где тут мех, а где пенка. Поэтому это позволит нам сэкономить и при этом будет смотреться также красиво. Все равно она будет с задней стороны, ее даже будет совсем не видно. Поэтому давайте приступать шить. Нам нужно раскроить квадраты 60 на 60 сантиметров. Мех просто ужасно осыпается. Вы только посмотрите на это. Но это только края, мы сейчас будем резать. Господи, надеюсь, мне нужно сидеть, наверное, в каком-то респираторе. Но когда отрываешь мех вот таким образом, ничего не отрывается. Поэтому это хорошо, ничего в глаза лезть не будет. Главное края, но мы это все сейчас подошьем. Раскладываем ткань, то есть мех. Я никогда не работала с мехом. И у нас будет большая подушка 60 на 60 сантиметров. И, как я говорила, в целях экономии мы в этом месте отрезаем. Если вы экономить не хотите, то просто складывайте подушку пополам. Теперь в этом месте мы отрезаем. Видите, ткань очень сильно осыпается по краям, поэтому сбрызните руку водой и соберите весь осыпавшийся мех. Так будет гораздо удобнее, он будет не летать. Прямо сверху накидываем пенку, ткань. Вы поняли, надеюсь. И отрезаем по ширине подушки. Теперь сложите ткань мехом кверху, а сверху накидываем пенку. Теперь нам нужно прошить края, а вот этот оставить свободным. Я достала свою швейную машинку, и на деле оказалось совсем не страшно. Главное заправлять мех внутрь, соединять концы ткани и прошивать. Тогда получается очень красиво, и это правда несложно. Если у вас нет швейной машинки, то нужно пришивать все вручную. Кстати, получится еще аккуратнее. Такое контролировать гораздо удобнее, но это довольно-таки кропотливо и долго. Но что не сделаешь, когда хочешь меховую подушку, а швейной машинки нет. Итак, отверстие я сделала не таким большим, оно достаточно маленькое, и через него теперь нужно вывернуть подушку наизнанку. И та-да-дам, получается вот такая красота. У меня есть синтепон, синтепух, холофайбер. Я не знаю, слишком много названий. В общем, засовываем эти маленькие пупырышечки внутрь. Их нужно очень много, потому что подушка большая. И как оказалось, она не держит форму, даже если вы положите очень много. Поэтому лучше всего смиксовать с поролоном. У меня как раз осталось от изголовья. Нарежьте его на кучу прямоугольничков. Похоже на поролончик в батутном центре, да? И эти штуковины миксуем вместе с синтепухом, холофайбером. Таким образом получается очень стоячая подушка, но при этом мягкая. Смотрите, как получилось аккуратно, прям как покупная. Поролон. Таких подушек я сделала 2. Теперь давайте делать ветку. Я долго думала, где бы достать ветку. Думала, нужно ехать в лес, куда-то за город. Но мы просто ехали по городу и увидели какую-то свалившуюся ветку, уже старую, сухую. К сожалению, мы не взяли с собой пилы, поэтому рубили лопатой. Позавидует даже американский психопат. Но в итоге мы надыбали вот такую ветку, отмыли ее в ванной, отрезали понравившийся сучок. Вот такая ветка. Класс. Монтай сказал, что из этого можно сделать посох.
Зачем нам посох? Найдите высоту, на которой вы хотите разместить ветку. Она у меня будет прямо над изголовьем. Как лучше, так или так? Я достала веревку шпагат, такой эко-стиль, и привязала с двух сторон палки крепко-накрепко. И привязываем эти концы веревок к гвоздям, которые мы заранее прибили к стене. Сначала я привязала веревку к гвоздю и затем закрутила. Так будет держаться крепче. Делаем то же самое и с другой стороны. И теперь давайте готовить декор. Мы будем делать звезды. В описании под видео вы найдете ссылочку на шаблон Papercraft звезды. Там вложены 2 листа, их нужно 4 копий. В общем, на каждой странице по одному концу звезды. А звезда у нас шестиконечная. Я решила перенести развертки на черную плотную бумагу. Я так не люблю это делать, но эффект, конечно, получается крутой. Я не буду объяснять супер подробно, как что сгинать. Я думаю, что многие мои зрители, любители паперкрафта и уже знакомы с этим. Каждую деталь нужно склеить между собой, чтобы получился вот такой вот рожок. Кстати, для удобства вы можете взять горячий клей. В этой звезде очень важно, чтобы клей быстро застывал. Насобирали кучу рожков, теперь их нужно склеить между собой. Вот таким образом. Один рожок вставляется в другой и так далее. Один край рожка вы можете сразу пробить дыроколом. Такую же дырку нужно сделать у рядом стоящего рожка. Продолжаем склеивать, завершаем звезду. И вот что у вас должно получиться. Я еще сделала белую. Пока отложим их и сделаем снежинку. Я сделала из крафтовой бумаги. Сначала бумагу нужно сложить гармошкой. Чем гуще гармошка, тем эффектнее будет результат. Ширина моей гармошки примерно 4 сантиметра, а высота сложенной гармошки 40 сантиметров. Концы подрежьте V-образно. Это нужно сделать с каждой стороны. И теперь эту гармошку нужно разрезать пополам. У нас получились вот такие 2 детали. На каждой гармошке сделайте насечки. Декоративные. Вы можете сделать сердечки, кружочки. Будет еще круче, если у вас есть фигурный дырокол. У меня нет. Точно такие же насечки я сделала и на второй детали. Очень сложно работать с толстой гармошкой. Боковую часть гармошки первой детали промажьте клеем и склейте со второй частью. У нас получилась одна цельная гармошечка. Теперь снова промазываем клеем верхнюю часть гармошки и раскрываем ее. Вау! Проклеим 2 края гармошки вместе, и у нас уже получилась снежинка. Для жесткости я взяла кусок картона, и на нем обведите какую-нибудь фигурку, это может быть круг, у меня была под рукой крышка, я обвела ее, и вырежьте канцелярским ножом, им будет удобнее всего. Получилась вот такая деталька, промажьте ее горячим клеем, плотненько так, и приклеиваем деталь прямо к середине снежинки, к ее задней части. Это обеспечит снежинке твердость, она будет держать форму. Если бы ее мы сделали из плотного картона, то, возможно, бы нам это не пригодилось. Но бумага сама по себе очень тонкая. Получилось круто. Ну что, давайте собирать кровать. Наконец-то! Притаскиваем изголовье. Оно очень тяжелое. Та-дам! Выглядит ужасно. Изголовье, конечно, очень крутое, но это красное покрывало. Убираем его с глаз долой. А там не лучше. Красные розы, красные розы. Такой песни, по-моему, нет? Нет, не годится. Нужно новое постельное белье. Я решила поискать на eBay интересные и стильные варианты постельного белья и просто застряла. Там столько всего классного. Хочу все. Там и с рюшечками. И я подобрала альтернативные в скандинавском стиле. Там можно и размер выбрать. И вообще, я думаю, что это отличный подарок на Новый год. Постельное белье нужно всегда. Главное, чтобы оно было красивое, стильная, тогда это будет просто незаменимый подарок. Вот я всегда рада таким подаркам. Хотя мне никто ничего подобного не дарил. Я постелила белую простынь, и на задний план мы поставим наши большие меховые подушки. Они будут служить нам в качестве фона. Большого и текстурного фона. Так и хочется прилечь, положить щеку. На передний план идут подушки от постельного белья. Такого правила нужно придерживаться всегда. Большие подушки назад, к примеру, однотонные, а на передний план идут уже подушки от постельного белья, спальные. Они поменьше и более вытянутые. Так получается крутая композиция, и эта надпись прям про нас с Мунтаем. И в качестве завершающего штриха кидаем небрежно плед. Этот плед мы делали вот в этой подсказке сверху. Как видите, он здесь очень кстати. И вуаля! Наша кровать готова. Точнее, диван.
Да уже никто не подумает, что это диван. Это же мое любимое сочетание цветов. Теперь приступим к ветке, закончим ее. Гирлянды на батарейках — это какой-то дефицит. Их просто невозможно найти в магазинах, поэтому я нашла точно такие же гирлянды на батарейках. Стоят они очень дешево, можно выбрать метраж, цвет, свечение, теплое, холодное. А еще я нашла вот такие гирлянды. Они уже выглядят как полноценный декор. Ссылочку на них я оставлю в описании. Звезды мы будем вешать на белую пряжу. Можете повесить на леску, чтобы они выглядели невесомыми. А можно на ленточки из органзы. Тоже будет смотреться очень нежно. Прямо на ветку я привязала колокольчики. Это для новогоднего настроения. Можно повесить любые елочные игрушки. И да, ребята, я готова сказать это. Мы закончили! Ура! Ну как вам, ребята? Надеюсь, вам понравилось это видео, понравился результат. Я лично от него просто в восторге. Я так давно мечтала преобразить это место, и наконец-то моя мечта сбылась. Я рада, что этот выпуск получился одновременно и новогодним, а также актуальным, потому что эту идею можно реализовать в любом сезоне, независимо от праздников. А ну-ка, пойдем сюда, сейчас расскажу поподробнее про конкурс eBay это вау. Боже мой, тут фотогенично просто с любого ракурса. Наконец-то у меня есть еще одно место для съемок. Выжимаю возможности квартиры по максимуму. А теперь давайте поговорим о задании от eBay. В комментариях под этим видео вам необходимо составить список из 5 новогодних товаров на сайте eBay. Плюс каждый из товаров не должен превышать сумму $10. Составьте свою подборочку и напишите в комментариях название товара, ссылку и хэштег eBay это вау. Ну вы понимаете, игра слов eBay пишется как вау. Ну короче, вы поняли. Победители с наиболее оригинальными сетами вещей получат купоны с номиналами 50 и $25. Победителя выбирает сам eBay и объявит об этом в комментариях под этим видео. В общем, это очень круто, спасибо eBay, ссылку на них я, конечно же, оставила в описании под видео, там и товары, в общем, в описании, как всегда, куча всего полезного. Я тут сейчас сижу и еле держу спину, так хочется развалиться на эту кроватку. И да, я хотела сказать, что это мое последнее видео в этом году, не переживайте, я не собираюсь уходить с YouTube. Я просто ухожу на новогодние каникулы, небольшие, короткие. И я очень рада, как закончился этот год. Он был просто невероятно крутым. Спасибо вам большое за вашу поддержку. И у меня как раз будет время подумать о каких-то новых идеях, проектах, чтобы радовать вас еще больше. С наступающим Новым годом вас! Я буду ждать ваши комментарии и ваши отзывы об этом выпуске. Ну а я с вами прощаюсь, и мы увидимся с вами в следующем видео. Всех целую, всем пока!